Срывов на выходе у людей очень много. Вот. И самое важное это выход, потому что это, в общем-то, все ваше может перечеркнуть все ваши старания, когда вы отказываетесь от еды. То есть у вас кишечник, желудок, все очень нежный, бережный такой. И если вы туда ему такую-то непосильную работу, то есть это для него очень большой стресс. И там, ну, бывали, в общем-то, и смертельные исходы, когда там люди там пельмени или там этих, как их, чебуреков всяких наедались. Вот. Просто заворот кишок, он не способен был справиться. То есть вы запихивали, желудок проталкивает, а кишечник-то он отдыхает еще. Он, говорит, он еще такой сонный, да. Представляете, вы сонные, а вам там работу приносят, делай это и делай это. Вы дайте хоть встать с кровати. Нет, нет, вот сразу делай. Вот то же самое происходит, когда такой агрессивный выход в виде срыва происходит. Вот. Поэтому, если из сухого выходите, да, то есть сначала мягкой водичкой. Стаканчик выпиваете где-то там 5, 10, 15 минут. Так, очень понемножечку. Берете, делаете глоточек, и вот так тоже на несколько таких подглоточков делаете. Сделали глоточек, отдохнули, и вот так потихонечку выходите. Вот. Когда из нееды, то есть я всегда рекомендую, вот Ирина всех жалеет, конечно, и скорее всего у вас будет, ну, поскольку и срок не очень большой, вот, вообще лучше выходить на невкусных продуктах. Да, это действительно серьезно, потому что вкус он очаровывает, и вы начинаете идти в разнос. Вот что-то вкусное попало, потом еще, и уже я еще кусочек, вот чуть-чуть еще, и потом около холодильника сидите, холодильник пустой, ничего не помню. Невкусные продукты? Они вкусные, не то что невкусные, у них, конечно, вкус есть, но он такой довольно-таки нейтральный. Это вот смузи из капусты и, в принципе, льняная кашка. Перемолотый лен, да, залитый водой. Вот. Они такие, вот у льняной кашки у нее нейтральный абсолютно вкус, но ее немножко надо попозже, поскольку там белка довольно-таки много. То есть первое лучше делать вот капустное смузи, то есть просто капуста и водичка, все. И когда ты это делаешь, и когда ты начинаешь пить, ты понимаешь, что есть особо что-то и не хочется. То есть ты как бы уже сначала, может быть, первые там 2 глотка такие, ух, как здорово, а потом уже не особо-то и здорово, и потом ты уже как бы доливаешь в себя, да, то есть, и понимаешь, что с едой у тебя вроде как история вроде и закончена. Вот потом уже вот в эту капусточку там можешь добавить немножко морковочки, уже будет так более яркий вкус. Вот, там яблочко что-то понемножку. А? А не будет вздуть это? Нет, ну как правило не вздувается. А если не смузи, просто капусту ешь? Она очень вкусная. Так-то она вкусная, поэтому я говорю, что ее, во-первых, ты размельчаешь, что она с водой, там уже как бы вкус этот растворяется, да, там вот эта сахаристость, она как бы теряется на фоне воды. И плюс капусту, когда ты жуешь, то есть все равно ты ее до конца не дожуешь, для желудка нагрузка будет сильнее. А так ты, в общем-то, уже... То есть поначалу желудок лучше беречь. Да, и старайтесь не выходить на соках, на чистых. То есть вообще чистые вот эти фреш-соки, да, то есть довольно-таки агрессивная штука. И если вы уж там их пьете, то обязательно разбавляйте водой там 2-3 раза. Потому что он всасывается вот в первой части тонкого кишечника активно, то есть то, что должно пройти, по сути, по всему тонкому кишечнику и усвоиться. Если вы съели апельсинку, вот это как то, что вы зубами делаете эту смузи, смешиваете со слюной, по всему кишечнику идет и равномерно по всей длине это всасывается. А тут в первой части тонкого кишечника выброс инсулина, то есть пока молодые, пока здоровые, это все работает, но потом это можно приобрести такие нехорошие вещи. Мы тоже в свое время как-то соками увлекались, потом где-то забросили эту соковыжималку, вот перешли на смузи, потому что даже соки, когда делаешь, что все остается, это жмых, ну как-то его выкидывать, отличная клетчатка, да, а выпивать сок, а потом есть эту клетчатку, тоже как-то неразумно. То есть получается, что нормальный вариант это по сути смузи, то есть тот же сок разбавленный, в общем-то, с водой, и вся клетчатка там есть. То есть мне вот как вариант больше всего понравился, конечно, вот на смузи. И вот постепенно добавляя вкуса, да, то есть вы немножко так уже, не так уже агрессивно накидываетесь на эту еду. Дальше уже там цитрусовые можно немножечко добавлять, ну тоже у кого как, кто-то их ест, кто-то не ест. Потому что многие вот начинают сразу смузи цитрусовые делать, но цитрусы, они очень активно чистят организм. И вот, кстати, даже перед отказом от еды, вот какое-то время можно там побыть там, на апельсинках, на грейпфруктах, на мандариночках.
поскольку они очень хорошо запускают чистку. Вот многие, наверное, знают, вот много там съели цитрусовых, и на кожах высыпания бывает. То есть он просто начинает, настолько мощная чистка запускается, что не хватает организма, он еще начинает там через кожу все это выделять. А когда вы начинаете на цитрусовых, то получается такой двойной эффект. У вас и потребление, и очищение еще может добавиться, как эффект. То есть вы и так, в общем-то, чиститесь. А тут у вас как бы еще дочищает, и тут же то, что дочищает, начинает еще и всасывать. Поэтому цитрусовые лучше немножко так растянуть. Вот в идеале, сколько в нашем случае, там, да, 5 дней, сколько выходить? Ну, 2-3 дня вполне То достаточно. есть на смузи ты имеешь в виду? Да, да. То есть можно потом там гречку, например? Можно, но я рекомендую какое-то время еще, если как бы вам нормально и комфортно, вот это, еще побыть на живой еде, на смузи. То есть гречкой вы всегда успеете вернуться. Если нет необходимости, что вот там без гречки никак, да, то какое-то время можно еще там побыть на овощах, на фруктах. Вот, потому что уже произошла перестройка организма, и вообще вот менять режим питания очень хорошо после какого-то отказа от еды. Семена не надо добавлять. А? Тоже. Семена не надо добавлять. Ну, там те же самые кунжутные семена в салатик, например. Ну опять вот тот же кунжут, если ты его там плохо разжуешь, он также и выйдет, то есть так особого смысла нет. Вот кунжутное молочко, когда делаешь, да, там. Ну, Поэтому... там в блендере его блендеришь, Да. да, и с водичкой, и прям Да, в салат да, добавляешь вместо там льняного масла того же. Ну, я, правда, ну, можно, наверное, льняное добавить, да? Вы, в принципе, можете кунжут еще перемалывать, потому что перемолотые семена, они как бы уже лучше всасываются, впитываются. Но просто это делается в кофемолке, и там, поскольку тоже довольно-таки жирные, они просто по стенкам бывает там раскидываются, там немножко посложнее. Но это уже как бы лучше, чем... Потому что вот льняное семечко, если вы просто съели, оно так и выйдет. Кунжутное съели, не переживав. Только жуешь его усиленно. Да, ну надо, ну попробуй кунжутное семечко разжевать, да, то есть, ну, смешно, да, то есть. А блендер, в общем-то, довольно хорошо с этим справляется. И вот как раз кальция там очень много в кунжуте, то есть такая штука очень хорошая. А завтра есть возможность на капусте выйти, на смузи капустной? Или У капуста? тебя есть капуста? Осталось? Легко. Ой, можно? Да. Тут говорит, может, и надо. А? Нет, это не для всех, то есть можно или... Да, кстати, вот можно сделать там смузяку такую с этим, с капустой, и просто попробуйте, да, насколько вот вы увидите, что вы не очаровываетесь этой едой. Вы можете Можно ее... с укропом сделать, например, уже будет вкуснее немножко. Так Да? я говорю, что вкусов-то как раз там... Не надо. Поэтому и делается, чтобы не было вкусов, да. А это уже потом все постепенно добавляется. Поэтому даже когда вы... Очень потом просто сладости такая большая ягода. Ну, ягоды, фрукты, там много сладостей, потом просто башню срывает. Да, да, то есть у вас тут просто взрыв вкуса будет. То есть рецепторы тоже надо потихонечку. Наркотики, сахар, наркотики. У меня просто я зимой, когда был на сухих днях, я потом вышел на вяленых яблоках. Ну, естественно, их разжевал там до муки совсем. Вот. Но я потом от сладкого просто я не мог отойти, к сожалению. У подруги была похожая история. То есть запитался, стал сладким, и это как бы вошло в привычку. Да, это как бы как программа включилась. Вообще, ну, сахар, по крайней мере, не яблочный, вот это, а вот то, что вот белый, этот рафинированный продается. Насколько я помню, у него структура химическая, вот эта формула, она очень мало отличается от формулы героина. Там несколько цепочек каких-то, а так вот очень похоже. Поэтому и дети, и взрослые на сладкое, в общем-то, довольно-таки сильно подсаживаются. Ну, это да. Со сладкого, конечно, слезть очень сложно. Но вот в овощах, в фруктах, то есть вполне достаточно вот этого сахара. Ну, соли вообще не добавлять, что ли? Так в тех же овощах и фруктах все это, по сути, в общем-то, есть. Вы, если хотите, можете... Во-первых, что интересно, когда вот перестаешь там много солить, то есть тебе достаточно вот вкусов вот этих самой В же... принципе, немного солю. Я вообще очень мало солю, так, по сравнению со среднестатистическим. А можно делать еще хитрее. Вы что делаете? Вы не посыпаете солью, а разводите соль водичкой и такую делаете пшикалку. Вот. Вы сделали салатик, вы попшикали вот этой соленой водичкой. Вкус соли, там атомы соли, они уже как бы достаточно, а там соли как бы Лайфхак. совсем Да, немножко. Это хороший совет. Да, тем более, когда вы солите обычной вот солью пищевой, особенно если там мелкого помола, вот когда прохшалану делаем, да, то есть от этой соли, которая там куча всяких камней, стеклышек остается, то есть, ну, это все на дне. И в принципе там, ну,
Вот там одна большая, там 9 где-то столовых ложек получается. И там горка такая приличная. Получается, что все это тоже попадает к нам, все эти камни и стеклышко, да, и как они там травмируют, уже неизвестно. Поэтому если вы вот этой соленой водичкой делаете, то будет великолепно. А так тут тоже сельдерей там соли навалом, там капуста, взять тоже морскую капусту, ламинарии вот эти там. Кстати, те же ламинарии, их тоже можно перемалывать и потом ими посыпать, заменить. Да, лучше заменить. Да, заменить вот эту соль. Ой. Ну, вот есть морская капуста, которая продается в таких пакетиках, без уксуса я покупаю. Но там я замечаю, что там как будто масло добавлено. Ну, что-то они, да, добавляют какую-то воду, там масло. У нас такие большие листы вот такие продаются для роллов. Ну это я Пачка. про другую сейчас капусту, которая такая мокрая. Вот. А есть сухая такая же, вот, Ну, вот, сухая, просто да, у меня большие есть листы. такая. Там отламываешь, там перемолол это все. Да.